дня вечера, вы попали, каким-то чудом, на канал Мидза. И на первый ролик на этом канале, посвященный рисованию. Кстати, музыки в ролике не будет. Зато, здесь будет Ирина. Спасибо, Ирина. Ни за что, Мейт ДЗ. Гость сегодняшнего, почти, дня, человек с фото в роли его персонажа, Силджили Сайлдж Бригит. Собственно, слева и оригинальное фото, и Пирс. Загорелся я идеей на рисунок, увидев этот аватар в мессенджере и со вспыхнувшей ассоциацией с персонажем и не мог устоять. Вы не поверите, сколько времени я уже думаю над форматом видео. Достаточно. И да, изначально это видео было длиной в 7 часов, потом в 2, а затем в полчаса. Но я решил пересмотреть монтаж и вырезал скетчинг, да многочисленные поправления лайна. Думаю, по этой причине запись так и затянулась, так как скетч относительно быстро был наскрябан, но с лайном я был слишком дотошным. По изначальной задумке, все готово должно было быть уже через пару дней, но что-то пошло не так, более того, прямо во время самого рисовательного процесса. А что было? Ах! Было вот что. Во время рисования самочувствие было не очень, да и вдохновления особого не было, о чем и говорит продолжительность записи. А когда я не в настрое, даже руки, даже голову не удается не заложать. Еще немного про формат видео. Подумывал над тем, чтобы сделать без аудиодорожки вообще, как видел у других, но я представил такую ситуацию. Допустим, сижу я с мобильного и лазаю по ЮТ, сидя в наушниках, а звук в другом приложении, насколько знаю, включить никак. Получается, ты такой странно высиживаешь это время и чувствуешь себя неким шпионом. Со звуковым сопровождением тоже проблемы. Я вроде знаю, что примерно использовать можно, но когда просматриваю результат, получается как-то слишком вычурно, душно. Я не знаю, какой стиль, жанр использовать хочу. Короче, как обычно, не могу ни с чем определиться, Так, в общем, вот, как вам стиль ролика. Стоит ли оставить Ирину и заменить мелодией? Или заполнить дорожку пустотой? Лично мне нравится нынешний вариант, но боюсь, что иногда душню, плюсом временами сложновато писать речь. Пожалуйста, напишите свои мысли об этом. Кстати, можно заметить, что этот персонаж выглядит как Щета. Так получилось преднамеренно, учитывая наклонности автора Чара. Хорошо. Доля моей вины в желании изобразить версию с противоположным полом тоже есть. Кстати, у меня разрешение на размещение фото здесь. Все по-честному. Сейчас будет обращение к виновнику видео. Помнишь, я, как-то заводили разговор о моей тяге к изменениям каких-то чейр-дизайна персонажей. Я признаю, что это грубо по отношению к автору, но делаю я это из лучших побуждений, заодно что-то почерпнув нового для себя. И вообще я художник, я так вижу. Так вот, тогда я ответил на предложение сделать то же с твоим персом. Или только подумал,
что не смогу прыгнуть выше головы и сделать лучше что-то, что уже вижу прекрасным. Это также прямо зависит от знаний и навыка рисовать. Зато, в какой-то мере я сделал это сейчас. И не просто, а целой иллюстрацией. Надеюсь, это можно так назвать. Ха-ха, мне так неловко, что за потраченное на рисунок время в результате на холсте практически пусто, да и по красом, с позой, он не блещет. По крайней мере, линии красивые. Кстати, пусть я вначале и сделал лениво тени, позже стало стыдно за это, и конечная работа слегка проработаннее. Каплю. В конце я предоставлю несколько вариантов, первоначальный вариант и несколько с разницей в районе лица. Мне показалось, что будет лучше изобразить этот момент более реалистично. В следующие разы определенно буду другим способом делать лайн, а каким, сможете увидеть в следующем ролике. Вопрос наперед: вам не кажется, что блеск на челке снизу несколько лишний и создает на лице видимость маски? Или он наоборот подводит к важной части персонажа? Я много попыток с волосами делал, но до сих пор немного не уверен в правильности выбора. В процессе долго подбирал цвета и все же остановился на выборе тусклых оттенков. Разве они не прекрасны? Давно хотел нарисовать какому-нибудь персонажу Смоуки Айс. Какая хорошая возможность выпала.
Заходит как-то раз улитка в бар. «Иу», — говорит бармен, и вышвыривает ее. Через неделю улитка приходит снова и говорит: «Майнкрафт — это моя жизнь». Кажется, мне больше нечего сказать. Вы не устали?
И как вам эта неожиданная романтическая атмосфера? Ха-ха, простите. Я не знал, какой фон сделать. Выглядит так, будто Яндери Сталкер встретил свою или своего невзаимно возлюбленного. Только атмосфера со стороны персонажа, а не ГГ.